Привет! Хотите, я вам покажу одну игру, после которой у вас, я думаю, точно изменится отношение к одному очень интересному юниту. Я думаю, вы захочете использовать его в своих играх намного более часто. Но пока мы просто начнем смотреть игру. Ничего примечательного пока нас не ожидает здесь. Правильно? Правильно, Даник? Даник, правильно? Даник, правильно? 20 секунд айдла. Старт за Китай. О май гад, уже затупил. Уже затупил. Чисто отвлекся, куда-то пошел, на не ту вкладку зашел, переальтабился не туда. 20 секунд айдла, и это за Китай, у которого 0 еды, до сих пор 0 еды. Ну что ж, ничего, думаю, разберется. Сейчас интересно посмотрим. Ну-ка, сколько сбросит? Сколько сбросит? 48, 46. Сброс. Оп, оп. О, ровно единичка заказал креста. Итого 29 секунд айдла. Кстати, это же немного. Все-таки китаец сейчас упрощен, потому что он дает аж 15 лимита, да, его стартовая ратуша. И как бы, ну это уже бонус. То есть над домиками можно абсолютно не париться. Ну и пошел за кабанчиком пораньше. Все, еще айдлы будут расти. Лум уже есть, но проблема в том, что он играет против перса. А перс тут что, айдл? Не думаю. Перс не айдл, сразу разогнался и поехал. Какой у нас рейтинг? Даник, ты же 1800 обал. Не понял. 1600. Ты около 1600. Диджей Шефнер. Какое-то, ну, не знаю, германское имя как будто. Даник у нас из Беларуси или откуда? Не помню точно. Кстати, вот для него есть озеро, можно фишбумить. На самом деле, на старте не будет ничего такого супер крейзи, но 20 секунд айдла за Китаем такое. Что можем тут заметить? Блин, неплохое золото тут у перса, да? Очень неплохое золото. Так, профессиональное убийство кабанчика. Домик будет уже заваливаться. Гробы, олени. Угу. Соответственно, надо включаться Данику. Тут не тупить больше, пытаться не адлить. 41 секунда. Ну и в целом китаец должен опережать, да, там на 2 креста, около того. Но так как был айдл, то на одного креста, и так как вообще перс у него самого ратуша работает быстрее, то, в общем-то, уже и опережения никакого нету. Но, не знаю, может, по добытым ресурсам, хотя нет, ну как, не знаю. Соответственно, карта ничего особенного, можно все попытаться прикрыть, ну, кстати, да, Данилу тут легче заводится, как будто вот здесь вот самое тяжелое место. Легче. Здесь, конечно, открытая территория. Ну, можно пытаться ее как-то обойти и заигнорить. Зато золото хорошего перса. В общем-то, тут может по-разному сложиться игра. Может даже и конные лучники тут будет иметь смысл. Рыцари. Ну, рыцари будут контриться верблюдками. Так, уже переход от перса. Даже 2 лесопилки. Подгнал еще оленя и срочно убежал куда-то. Нет, туда не убежал. Нет, побежал наверх. Без лума обойдется перс. Ну, это, кстати, имеет смысл. Очень часто китаец, у него замедленный, заторможенный старт, и редко он может рано прийти мечниками, что-то напрячь. Поэтому без лума за перса. Ну, против китайца можно спокойно апаться, соответственно. Подходит второй крест, да, чтобы затупа не было, затуп может быть. Даник подбегает ему до перехода. Кстати, он очень быстро, Даник очень быстро апается, на самом деле, как по мне. И здесь до сих пор нет лума. Так, это очень странный мув. Это очень странно. Это похоже на запив. Лум идеально доделался, все у перса, все четенько. Ну и смотрим, оба в замковой эпохе и одинаковое количество крестьян. Короче, бонус перса Даник уже продолбал. Ну что ж, здесь скаут такой неожиданный спрятался. Ну и в принципе оба игрока стартуют с конюшни. Хорошо. Так, ну что, китаец делает экапы, на самом деле перс пока не делает, хотя не знаю, понятия не имею почему. Но пика на форвард зато бежит. Да, пошел тоже топорик. Еще бонус у китайца то, что не фермы более жирные. То есть его экономика очень сильная. То есть по факту, ну, плюс 3 креста на старте. По факту это должно быть как плюс 1,5 креста. Где-то в феодальной эпохе. Но бывает по-разному. Тут, кстати, постоянно бьет дома Данил. Может это какая-то отвлекала. Но если пика среагирует, будет непросто. Потом у китайца, ну, фермы более жирные на 10% больше, да. Почти 200 еды в них, насколько я понимаю. Так. Не успел, получил по жопе. Слил скала, понятно. Неприятно.
Ну и третий бонус это то, что все технологии, в том числе, ну, экономические, стоят дешевле, но всего лишь на 5%. На 5%. Вот эта штука дешевле. Феодальный на 10 в замковой, на 15 в имперской. То есть, ну, чуть-чуть. А, ну еще ратуши дают, кстати, блин, тоже четвертый бонус. Еще карта ратуши дают 15 лимитов. То есть, ну это для замковой эпохи тоже потом будет. Помощь. Помощь. Итак. 4 на 2 скаута, действительно, Перс решил заволиться, да, вертикально решил заволиться. Понятно, понятно. Правильно, мне кажется, он сообразил тут. Потому что рисовать что-то такое тут очень тяжело. Очень тяжело. Ну что, пика на месте, можно крестьянку получится подрезать. Если очень захотеть, можно. Вопрос, стоит ли того, не понять. Да, не понять. О, раннее стрельбище, неужели это скирмы? Неужели Даник понимает, что тут действительно мало скаутов, и можно прийти с кермами, в принципе, навалять товарищам, и все. Кстати, да, вот с одной стороны хомутик там типа дешевле у китайца, но он может и без хомута играть, потому что у него фермы и так довольно жирные. 192 тут. Ну, 10% всего лишь, но все же бонус есть. То есть можно, в принципе, на хомуте сэкономить. А все-таки перс делает топор и хомут, тоже засеивается. То есть, в принципе, он еще и подволивает ресурсы. Он и пики сделал, и он потом волится. Ну, вообще молодец, конечно. Даник в этом плане больше халявит. Ну, как халявит? На защите, да? Кстати, выход на золото довольно резкий. 4. Может, это тогда лучники? Но пока никто не делается. Пока никто не делается. Так, пока идет пассивная игра. Скауты затаились за бараком. Ну, соответственно, первый лучник уже заказан. Уже заказан. Зато Даник видит все. Да. Опа! Ворота, тут дырка была. Вроде пробежали мимо. Перс такой, оп, кто-то на золоте. Интересные такие два дома. Ну, вроде скауты рядом. Так, а что у нас перс? Перс как будто хочет заволиться и пойти в замку. Не хочет каких-то стрелков делать. Мне, пожалуйста, кавалерию выдавайте. Ну, как скажешь, как скажешь. А тут кузница идет. Лучник всего лишь один. Даника что-то странное. Я думал, он сделает лучников с кермов и пойдет на форвард. Крошить. Крошить. Но стена заканчивается. Стена завершается. Тачка. Тачка. Окей. Тачка на прокачку. Тут все приволено. Ну, непонятно. Пока ничего не понятно. Но после тачки, я думаю, переход можно будет нажать практически сразу. Ну что. Подходит крестьянка. Никто на форварды не лезет. Может делаться дозор, чтобы мало ли на форвард кто-то полезет, вышки ставить. Но нет. Такого здесь нету. Сразу переход. Получается, китаец раньше нажимает переход, чем перс, что солидно. Кстати, тоже тачку решил сделать перс. Два ратуша быстрее работает, тачка тоже апается. Ну и замковая эпоха. А что ему не хватает? Ему не хватает золота. Иначе поздний выход на золото был. Да, кстати. Дозор, смотрите, уже позволяет видеть этих скаутов. И тут попался. Попался, дружок. Так, 36 урона нанес. Хорошо, отлично. Везде делают домики. Странно, что Шафнер не выводит здесь пики наружу и не отгоняет скаута. Будет вынужден тратить кучу леса здесь. И внимание на это дело, хотя у него есть пики. Странное поведение. Рынок. Рынок. Тут вообще конюшня. Ну, это, кажется, да, действительно будут просто верблюды. Здесь, кстати, кузницы тоже конюшня. Понятно, тоже вторая конюшня. Забегают скауты, но без вариантов. Пика рядом. Кстати, лучник так и не пришел. Мог бы и прийти уже в конце концов. Как бы устроить. Может, какой-нибудь испугался бы, перс вышку поставил. В общем, стрельбище пока вообще странно выглядит, как будто в холостую. Как будто, может, липа какая-то, обманка. Потому что две конюшни по факту стоит и апается седло. Кстати, идеальный тайминг, чтобы как только ап пришел, у нас была возможность сделать юнитов. Так же, в принципе, как здесь. Блин, экспертный уровень. Я даже не знаю. Рейтинг вот это 1600. Это топ сколько мира? Это где-то топ, может, 2000 мира. А может, и 1500. Я думаю, только 1500 мира. То есть экспертность максимально зашкаливает. Максимально. Игра идет очень ровно. Ратуша, интересная ратуша такая, она не защищает золото, но экспандится у нас Данил, то есть расширяет владение. У нее 2 золота на форварде, опасно, очень опасно. Так, здесь какое-то здание было, даже интересно посмотреть, что рынок. Рынок, чтобы что. Действительно, тоже подумал Данил, такой, чтобы что, зачем мне это?
Так, а здесь рыцари бегут, да? А вот Шафнер начинает сразу... Так, пики, кстати, вышли. Начинает сразу с верблюдов. Как будто он понимает, к чему дело клонится, да? Монастырь и ратуша. Монастырь и ратуша. Угу. Что по фермам? По фермам туда-сюда. Очень мало на золоте, на самом деле, у Данила. Но запас у него приличный, потому что он давно на золоте, а лучников не делал. Хитер. Тоже понимает, что надо своих верблюдов делать. По факту верблюды абсолютно одинаковые. Вообще абсолютно одинаковые у этих цифр верблюды. Прям до импов даже, да? Да. Абсолютно. Ну, по факту, пока боев никаких не идет. Нас все ждет впереди. Но интересно, кажется, что перс как будто чуть более сильную экономику имеет, но черт его знает, я называл много бонусов здесь у китайцев. Опять же, Радушу поставил сразу 15 лимита, можно на домиках экономить. Что и делает, сколько домиков вообще построил? Даник 7 всего лишь, да, давайте сравним здесь, количество домиков без 17, вот вам. Какая-никакая экономия. Третья ратуша, идет проверка скаутом. Монах есть, что делает монах? Выбирает центральный релик. Скорость на верблюдов, ну и рыцарей. Тут есть 3 рыцаря. Окей. Верблюды дефуют ратушу, но ратуша уже достроена. Так, релик забирается. Очень похоже на макрокаточку. Потому что никто из игроков не пушит. Да и как чем пушить? Верблюдами? То есть конями ты пушить не можешь, потому что врага верблюды. А пушить верблюдами тяжеловато. Тяжеловато. Так, третья ратуша сюда. Такой интересный треугольник. Но ни одной золот не задефано. Но золото вообще, ну вот сюда ставить, разве что тут пол близко к центру. Не очень приятно, да? Так, скаута захавали. Ну, Данил даже броню тут не делал. Ну, правильно, он делал атаку, может, в надежде на то, что рыцари куда-то залетят. Хотя было уже понятно, что чувачок заволенный плюс-минус. Есть у него, конечно, тут дырочка, и тут, в принципе, тоже. Ну что, перс больше адлит, но у него ратуши быстрее работают. У него их уже 3. Пока идет пассивная игра, выход на камень. Это может для новых ратуш, а может и на замок. Новые домики. И что тут? Все так же липовый лучник. А вдруг там 10 конных лучников сидит? 10 мест. Интересно, что в здании максимально можно заказать 15 юнитов, а мест посадочных 10. Я никогда этого не понимал. Я думал, должно быть одинаково. В монастыре тоже 10 мест всего лишь. Ну, 10 реликов можно посадить. Как жаль. Я хотел 40. Добытые ресурсы в эту колонку давайте посмотрим. Перс немножко опережает. Так, но смотрите. Уже смотрите, 93 лимита на 100. 24 верблюда, здесь 15. Но Данил понимает, что... подождите, он делает скорость пехоте, он делает третью конюшню тоже. Неужели это будут верблюды плюс пики? Это уже как-то слишком. Как-то слишком. Вау, тут, конечно, с реликами время не теряет перс. Но тут повезло, интересно, как что 2 релика в кармане у Данила. Ну, не то, что в кармане у Данила, но здесь слева их абсолютно перс не видит. Так. Здесь идет бой, ратуша стреляет, поэтому Данил отпугнул и отошел обратно. Понятно. Но он строит бараки. У него уже 3 барака, получается, будет. Так, и дозаволивается. Хотя тут дырки нету, окей. Дырки нету. Так, решает пойти на проверку. Тут, конечно, есть скауты, пачки, которые дают вижн. В принципе, могут на монахов налететь, но верблюдов слишком много. Надо отбегать, надо ливать. Надо ливать. Вторая броня на такую пачку верблюдов. Не, ну если у вас 30 верблюдов и ресурсы позволяют, что бы вторую броню не бахнуть. У обоих чуваков по 40 ферм. Вау. И 4-я ратуша вырастает у товарища Данила. На самом деле, вот этот бонус, то, что каждый ратуша дает 15 лимита, он недооцененный. Он очень удобный, по крайней мере. Он не сильно много ресурсов экономит, но он очень удобный. Вот 150, там еще 2 домика, 160, сейчас оп, и там вообще 200 ресурсов, все, у вас есть. Никогда домовтыка не будет, мы уже видели у перса тут домовтыки. Сейчас он будет, я думаю, еще раз. Ну, хотя он делает домики тут, но в целом об этом надо париться. Не достроил ратушу в самую последнюю миллисекунду и, в принципе, доволен собой. Даник, 10 пик, уже 20-ку будет делать, доделывает, делает фермы, все четенько. Все четенько, но 3-й релик уплывает. 3-й релик уплывает, монахи не сразу реагируют, но реагируют, выбегают скауты, неужели будет бой? Кажется, Даник не отступает, принимает бой, броня доделывается, здесь пик на самом деле не очень много, 8, но еще подходит 3, монахи все живые, значит хиляют. А в таком бою очень важный отхил, потому что этот бой, он не быстрый, тут нет ДПСных юнитов. Хотя верблюды друг друга режут нормально. Ну вообще на самом деле не знаю. Странно, что вообще Шафнер отошел, слил монахов.
Ну, не, ну как странно, он увидел пики. Ну, может, он и прав, но верблюдов у него было много. Мне кажется, он мог выиграть бой. Ну, подошел под стены, свой монах. Почему-то не хочет брать рыцаря Шафнер. А вот и захотел. Вот какой. Догадается ли туда никуда удалить его? Нет. Соответственно, убегает рыцарь. Да, убегает. Кольцо и стрела. Не понял. Конные лучники? Персидские конные лучники, у которых есть парфянка. Прикольно. Действительно ли он будет делать конных лучников? Стрельбище поставил. Вот это да. Это да. Конные лучники, кстати, могут быть нормальной темой. И парфянку, если прокачать в замковой эпохе, это бонус по пикам есть. Да, есть. И Даник, смотрите, он не собирается отставать от Персии по экономике. Отказывается, но отстает. Но пытается по крестам не отстать. Но две тачки все-таки, да, делают разницу. Теперь выходят обычные лучники. Слушайте, ну Перс может выходить в дешевых лучников с командораном, верно? Командаранчик прокачать, и все спокойно. А тут поджог делается. Ну чё ж не поджечь его здание? В принципе, окей. У обоих игроков по 50 ферм. Здесь уже можно кликать импы, если бы было второе здание, но его нету. Кстати, здесь экстренно волится у нас Перс, но до туда Даник не добежал. Поджог сделался, плюс 2 урона по бараку. И еще бараки ставятся. Так, два релика слева забыты. У Даника экономика. Экономная. И интересно, дальше бараки. Но Перс делает свич, да? Он делает. Он мог уже в импы пойти. Но затупил со вторым зданием и не спешит с ним на самом деле. Лес тут уже корявый, решает уйти с него как будто. Либо и кресты сами решают. Они такие, все, пока. Все, пока. Пики уже внутри. Пики все расколупливают здесь. Без вариантов. Камень добывается. Ну что ж, товарищ, ты зависаешь, у тебя 3000 ресурсов. Идет первый замок. Идет универ. У Данила, смотрите, тоже имбы. Сейчас нажмет имбы. Золота очень много. Да, и как будто... Да, Данил врывается вперед по крестьянам. Все-таки у Перса всего лишь 3 ратуши. Ну и пойдут быстро. Вот и релики. Можно было бы и релики похавать. Да, я бы, может, понаглел. Все-таки там ратуша чуть далеко. Да, релики захавать. Очень неприятно было бы. Очень неприятно. Но есть стрелки. Вторая стрела. Но пока стрелки за золото. 45 золота за каждого стрелка персидского. У Перса, кстати, кольцо же уже прокачал, да, то есть есть кольцо, но нет третьей стрелы, поэтому его лучники неполноценные. Но и арбалета нету. Арбалета нету. Так, ну что ж. Здесь у нас 3 лесоруба, осадка. Ой, я вижу тут 3 конверта, но были сконверчены Пайкмен. Не Спирмен, Пайкмен же. Это же Пайкмен. Пишет Спирмен. Подозрительно. Баг? Ну ок. Так, хотел найти что-то серьезное, нашел лес. Класс. Берем лес. Ну что, кажется, спалились лучники. Пора что-то делать. А вот и командаран. Окей, командаран, все. Лучник стоит теперь не 25 леса, 45 золота, а 70 леса. Пожалуйста, добывай лес, и на все хватит. Лес еще есть. Прикольно здесь. Кстати, лесок образовался. И мы видим какие-то осадки и замок. Слушайте, нихера себе там пачка. Страшно. Ну, Даника тоже не слабый, им ставит замок. Блин, ну, знаете ли, интересно. Так, броня делается. Даник, посмотри на ресурсы. Ладно-то я не смотрю, ты посмотри. Короче, у пацанов реально сильная экономика. То есть тут чувак перешел в МП, бах, там на элитного слона хотя бы. Там слонов играет такой себе. Верблюдов, конечно, напает. Верблюдов. Тут Даник, блин, посмотри на ресурсы, твою дивизию. Но у него, видите, монастыря нету, и второго здания нет, он ждет замок просто вот уже 6000 ресурсов суммарно. Пики, кстати, дерутся, но пики под замком дерутся, и под вот этими что. Нет, здесь плохо пики подрались. Другой вопрос, так. О, господи, Даник не может, у него бесконечно ресурсов. И он даже крестов не делает, ну надо хотя бы было крестов делать, хотя их уже 130. Тут принимается бой, верблюды еще не элитные, надо замок достроить, верно. Надо замок достроить. Ой-ой-ой-ой-ой, как же тут все плохо. Замок достроится. Замок МП, миллиард ресурсов, это уже слишком много. Это уже слишком много. Перс уже давно в импах, а у китайца никакого тут бонуса нет на скорость. Новая конюшня, нажал МП. Верблюды доделались. Можно сидеть в замке, на самом деле хилять верблюдов. Так, Перс. Ну, Перс немножко зажат, зато у него есть релики, они в безопасности. Тут его от камня отжали. Где его еще золото? Здесь и, я так понимаю, здесь. Вот его золото, да. Соответственно, у него проблемы начинаются с ресурсами. Какие проблемы с ресурсами? 200 лимита зато у него есть. Легкая кавалерия Даника, видимо, решил все технологии делать. Что-то типа такого. По приколу. По рофлу. Нейтральное золото. Давайте посмотрим, как Данил это видит. Он видит один релик, но ничего больше.
Верблюд находит себя, и не только себя. Слушайте, 50 верблюдов это жестко. Но золото заканчивается. Активной продажи я не вижу. Тут 60-50 стоит лес и до сих пор. Лес и еда. И хороший улов верблюдов. Неплохой. На лимите и Даниил, но он в замковой эпохе. Слушайте, я бы на месте Даниила обязательно 2 кузницы поставил. То есть у него космический рез, он затупил там с переходом. Поэтому 2 кузницы тут проработают неплохо. И стрелы папать, и вот это, и все апнуть. Тем более, это же все же дешево за китайцев, господи. Верблюды дапывать уже полный имперский. Но по идее, замок ставится, ну, пытается ставиться. Имперские верблюды, наверное, сильно сильнее, да? У них бонус по верблюдам 9, хотя такое, а у этих бонус 5. Ну, короче, там в раза 1,5 должны быть имперские сильнее. Странно, что он не всех ведет, типа эти тут стоят. Ну, охраняют требы, действительно. А, кстати, замок как будто вообще сдает Даниил, а абсолютно сдает замок. Так, ну что, перс достраивает здесь. То у Даника больше крестьян. И добытых ресурсов больше. Да, добытых ресурсов больше. Абсолютно нет реликов. Так, пауза, и Даник доживает до импов. Дожил до импов, пожалуйста, потрать ресурсы. Я не знаю как. Рокетри, Скорпион и Химия. 3 Скорпиона, еще несколько Скорпионов. Уп. Идет нашив по верблюдам. Блин, Скорпионы в теории могут нормально так валить верблюдов. Но нужны апы. Так, еще апы на верблюдов идут. Тут легкая кай, не знаю, что легкую каву делать. Ну, типа подрейдить. Слушайте, это 3 апа прямо на Скорпиона, да? Тяжелый Скорпион. Дешевый теперь апгрейд. Не супер дорогой. Рокетри, который дает плюс 2 чукану урону, но и плюс 4 скорпу. И химия еще плюс 1 урон Скорпион. 3 апгрейда. А ведь еще осадная инженерия, которой у китайца, к сожалению, нету. Если была еще осадная инженерия у китайца, это вообще забей, Скорпионы были. Так, ну что. И в принципе, Скорпионы могут контрить и арбалеты дешевые, и вербов, да? Потому что у них брони-то мало. Здесь пока первое делается. Но... Так, верблюды доделаются. Верблюдов много. Скорпионы хочется. Ну-ка. Чик-чик-чик-чик. Пум-пум. Ага. Верблюды их кроют, но... Скорпионов мало. Абсолютно здесь Даник ничего не контролит. Даже здесь вот тоже, вот, наверное, не видит, да, не контролит. Угу. Скорпионы стреляют. Так, опасно. Давайте посмотрим на их статы. 16 плюс 5. 16 плюс 5 урона. 21 урона. Это до хрена. Тем более ниже сквозной урон. Так. Ходят верблюды. Скорпионы сзади. Так, ну лучники не топовые. Есть химия вообще? А на них химии даже нету. О, дружок. Химия нужна, раз 3 стрелы нету. Скорпионы как раз отдыхают. Решил Даник еще слить всех верблюдов до апа. Плюс 2 урона. Ну да, на самом деле херовенький-то бой, ё-моё. Херовый бой. Ну тут с холма. Скорпионы. Армии вообще нету просто. 20, все плохо. Налетают верблюды, но там может замок как-то прикроет. Требы. Здесь верблюды. Скорпионы стреляют. Лучники что-то забыли себя. 10 армий на 50. Это вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Конюшню выносит. Стрела, конскрипшн. Так, я так понимаю, да, 1000 еды продает Даниил. Ему нужно золото. Он продолжает делать скорпионов. Так, смотрим. Идет конверт. Требы работают. Тюканут их не делает. Так. Так. Твою мать, посмотрите. Офигеть. Посмотрите на количество трупов. Сколько тут верблюдов сдохло? Это очень жестко. Здесь, конечно, верблюды не очень удачно воюют. Но я вам скажу... Скорпионы тут нанесли огромное количество дэмэджа. Огромное. Хотите посмотреть? Давайте я вам покажу. Посмотрите, как много было верблюдов. Вот мы отмотаемся чуть назад, потому что это ключевой момент. Здесь армии 10 на 57. 10 на 57. Есть
3 скорпиона. Давайте смотреть внимательно. 3 скорпиона. 3. Не 30, 3, да? И смотрим. Они уже нанесли 930 урона. Причем по зданиям мы не стреляли. То есть это не липовый урон, это урон по юнитам. И начинаем смотреть. Смотрите, как они наносят. Вот, я их выделил. Сейчас вы увидите. Смотрим сейчас. Еще раз. Количество верблюдов 22 на 12. Подходит монарх. Монарх минус, хорошо. 10 убийство. Сейчас. Надо с самого начала. Вот, сейчас надо будет смотреть. Так, 1000 урона у них, по сути. Оп. 1200. Оп, стрельнули. 1400. Как он? Оп, стрельнули. 1600 урона. Оп, стрельнули. 1800 урона. 3 скорпиона. Оп, там 2000 только что урона было. 1 скорпион упал, окей. Выделяем еще. 1700 урона. Смотрите, они просто стреляют. Они стреляют с холма с огромным уроном. По верблюдам. И сквозной урон. Каждый скорпион наносит, блин, по 1000 урона. Который вообще 60 кп всего лишь скорпион. То есть, value скорпионов просто запредельная здесь. Проходит огромное количество урона, потому что у них 21 урон. А, кстати, за Китай же еще их и легче апнуть, потому что ап это дешевле на 15% внутри. То есть это вообще имба. Но ситуация все равно сложная, потому что 40 армий на 12. Я видел, что уже всю еду продали, она уже по 1000 продается, за 1000 еды по 140. Все продано. Я же говорю, эксперты играют. Захват. Захват чего? Ну, захват нейтральных ресурсов от Даника я пока вообще не вижу. А вот, ну, перс без этого и не жилец. Тут еще скорпион. Шиби! А, он умер. Ладно. Ладно, окей. Так, лучник, забыт. Собирает только популяцию. А, зато, смотрите, Данил нашел камень врага. Это вражеский камень. Пожалуйста. Ну, в теории, смотрите, тут можно реально все скорпами убить. Тут 4 брони, здесь вообще одна броня. То есть по ним 20 урона проходит. А если с холма, вообще забей. Просто скорпионов суть в том, что, ну, у них урон, он сплошной, он как бы не блокируется, не анагровый, он везде проходит. Так, плывут скорпионы. Так. Скорпион. Так, раз. 200 урона. Оп, 400 урона. Никаких зданий. 600 урона. Едем дальше. То есть по кавалерии намного меньше ударников. Оп, 1200 урона. Оп, 1800 урона. Оп, 1 1000 уронов. Так. А это 10 скорпионов. Это не... Ну, то есть можно сделать больше. 10 скорпионов это не самая дорогая армия. 2000 урона. Ну-ка, лучники там. Оп. Ну, там их ЛК разносят. Ну, лучники, да. Тут легкая добыча. Нам что-то надо покрупнее, типа слонов. А вы знали, что у скорпионов есть бонус по слонам? Ну-ка. Так, у них есть 4 по зданиям. Они здания могут разносить. У них 16, ну, 21 урона. У них по таранам есть 2. Бонус 2. То есть они не единицу урона наносят, а троечку. И по слонам есть 8. Как он? Слонов они бы разносили тут ура. Тут перс, если бы пошел слонов, он бы поплатился просто. Тут, блин, 30 урона по слону проходит. 30 урона. Ставится замок. 3480 урона. Так, смотрим теперь еще. 4000 урона. Мне просто нравится смотреть. Как же они разваливаются. Тут по факту ЛК. По факту можно играть ЛК плюс скорпионы. Типа ЛК там что-то просто кроет, масится, умирает, там все. Скорпионы валят просто. Замок достроен на холме. На золоте опять же того же Шнафеля. Или кого там. Дайте больше скорпионов, короче. Так, здесь что? Рейды на камень. Здесь что? Больше конюшен. Уже весь все золото съел. Размены, давайте смотреть. Так, ну, КД, кстати, положительно у Даника, но не сильно, потому что легкую каву он теряет. Так, 33. Так, где ветеран Скорпион такой? Ты, наверное, ветеран. 7 убийств. 6, 2, 6, 8. Хорош. 600 урона. Найс. Да, 75 золотых Скорпион стоит. Без вариантов. А представьте, если бы он намасил 30. Че забей. Это тупо забей. Но в этом и фишка. Намасить не слишком много скорпионов, чтобы враг их, ну, как бы недооценивал и не контрил там анаграми, да, там, пушками. Чтобы, ну да, они там что-то стреляют. Ну да, почему-то я каждый бой проигрываю. Ну хер его знает почему. Наверное, там что-то стреляют, но непонятно, там не до микро. Каждый бой проигрываю. Они еще на холмах стоят. А если их еще вычинивать? А если их еще вычинивать? В бою. Как вам такое? Замок. Падает.
очень вероятно. Здесь замок. На этот камень купленный. Тоже. И лимит 100 на 200. А 100 на 200 лимит это 99,9% катка, что выигран. 99,9. Я могу вспомнить пару каток, когда это не было правдой. Но там была немного не такая ситуация. Потому что здесь каких-то аутов я, честно говоря, не вижу. Да, может бесконечно луков там и скаутов спамить, шафтер, но скорпионы катятся. Скорпионы катятся, их не остановить. Их немного. Может в этом и фишка сделать их реально немного, чтобы их не контрили. Они дают огромный value просто. И даже на ГГ не хватило. Или как-то через шафтера. В общем, здесь мы не видим скорпионов, их действительно было не так много, их, может, сделано было всего штук 30. Но там ключевой бой был в самом начале, он вообще, и главное, что все апы сделал Даник, я даже сам не был уверен во всем этом, да, когда первый раз смотрел, тяжелый скорпион, его недавно бафали. Обычно скорпион просто сам по себе его не бафали, но тяжелый скорпион бафали, стоимость понизили, а за Китай на еще ниже, там реально копеечки заплатить, там 600, там что такое, ну, типа... Золото, кстати, тяжелый скорпион не стоит. Я имею в виду апгрейд на тяжелого скорпиона не стоит золото, только лес и еда. Потом химия плюс урон и рокетри. Да, рокетри не самая дешевая технология тоже. 638, но окей. Как бы плюс 4 урона, не хотите? Осадная инженерия. Если бы еще была осадная инженерия, ну это чит. Дешевая осадная инженерия плюс дальность скорпиона, не, это чит. Я понимаю, почему ее нету. Это с рокетри было бы слишком. Да. И все. АПМы. 48-75. У Шафтера был вообще очень высокий АПМ. 75. У топ-игроков мы часто такое видим. Но ничего не придумал. Кстати, КД какое? Ну, КД хорошее. Мне кажется, можно было... Ну, вот в этом и вопрос, что начни делать больше скорпионов, ранг бы, скорее всего, сделал Нагар. А Нагар, на самом деле, хорошо контрит китайца. В этом его проблема. В этом его минус. Но КД все равно хорошее. Collected Resources. Релики не помогли здесь. Но, знаете, я все-таки, я хочу еще раз вам кое-что показать. Я, наверное, там не показал. В самом начале там была ситуация. Сейчас. Давайте, Даник. Даник очень сильно с тимпами затупил. Помните это? Я помню. Короче, вот он получает эти апы, да? И здесь у него будет очень мало скорпионов, которые на самом деле очень много тут его спасут. 5 ситуаций, тут 40 на 60 армий. Так, ну погнали. Вот эти базовые скорпионы, да? Вот они погнали. Тут они уже 300 урона нанесли. То есть, там буквально каждый выстрел, он наносит, он может нанести по 100 урона. Просто каждый один выстрел. Если очень сильно сгруппируются чуваки. Ну, по-моему, это не этот момент, это будет немножко позже. Это будет немножко позже. Цена армии 6000 на 9000. Сейчас мы посмотрим. Так. Ну, видно, как он и мимикрит. Как Данил мимикрит, аккуратно. Он и приманивает 600 урона, 722, 780. Оп, убили одного. Да, и вот вроде вот эти 3 скорпиона. Те самые 3 скорпиона, или нет? Так, тут какой-то, ну, плохой бой было Даника. Во-первых, без скорпов, во-вторых, до атаки, там с луками. Ну, не очень бой, короче, будет. Не очень бой. Сейчас он очень сильно растеряет. Почти ничего тут не теряет Шафтер, да. Почти ничего, да, вот помню эту ситуацию. И вот. Так, вот, дайте мне выделить. 4 тут скорпиона, окей. Сейчас они начнут стрелять, насколько я помню. 450 урона, 466. Еще несколько выстрелов, 600. То есть, ну, просто зацените урон. 700. Так, вот этого скорпиона убили. Но все равно 750. Вот они стоят. И вот ошивают. 798, 900. То есть нормально ошивают. Чем больше пачка, тем лучше. И главное охранять. То есть где-то вот 10 скорпионов, это походу имба. Да-да-да. Ну и давайте сейчас еще раз посмотрим. Там ключевой момент, по-моему. Вот здесь прикольно будет. Вот здесь будет, вот. Мы уже это, конечно, видели. 990, да, вот это. И сейчас. Опа. Это 3 скорпиона. 1200. Опа. 1450. Бля, это вообще жесть. Они там до 2000 урона несут. То есть этот бой никогда бы не был даже близко тут выигран. Тут еще и конверт прошел. Там, короче, забейте. Он не то что выигран, но только что у перса было 80 армий, он ее просто просрал. Тут просто на 40 верблюдов, Даник потерял, окей, там может какие-то 10 верблюдов, эти скорпионы вообще даже не сдохли.
Они даже не сдохли, они тут просто вытянули игру. То есть они вытянули огромную ошибку Даника, то, что он там натупил с импами, у него 6000 ресурсов было. Но, короче, я не знаю. Если вы не будете использовать Скорпион, я не знаю, что вам еще надо. Кстати, да, реально, в каком-то моменте 7000 ресов было накоплено. Хотя тут тоже есть 7000, но намного позже. 39 минута, 44. Вот такая игра. Как вам Скорпионы китайские? Конечно, римские тоже имбулечка, но это как бы слишком очевидно. А вот Китай, да, то есть это прям супер. Но, да. Какие еще бывают прям топовые Скорпионы? Любимый Кхмер, конечно, тоже неплохие. Но вот китайцев не стоит недооценивать.